Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видеообзор на пластины для стемпинга с сайта AliExpress, а точнее с магазина Approtega. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Основная часть тестирования прошла за кадром, исключительно для того, чтобы не занимать особо ваше свободное время, так как много ни мало, но на обзор прислали аж 9 пластин для стемпинга. Каждая пластина размером 9 на 12 сантиметров. Все пластины на подложке и изначально приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина под номером GR101. Тут у нас бокально-вензельная тема. Очень изящные фужеры и вензеля, композиции с вензелями довольно интересные. На данной пластине представлены как большие, так и маленькие элементы. Очень мне понравились композиции с виноградами. Сразу скажу, чтобы каждый раз не повторяться, на всех пластинах хорошая гравировка. Все рисунки я отпечатывала с первого раза. С пластиной GR101 можно было бы, конечно, и заморочиться, сделать реверсивный стемпинг, но мне показалось, что композиции и так довольно оригинальные. Следующая пластина GR116. На этой пластине мне очень понравились градиентные композиции. Ну и, конечно, горошек и сердечки. Также на данной пластине представлены отдельные небольшие геометрические композиции, но не могу сказать, что они особо какие-то интересные. Также хочу обратить ваше внимание, что максимальная длина выгравированных рисунков составляет не более 2 см. То есть на более длинных ноготках всей композиции может просто не хватить. На мой взгляд, данная пластина отлично подойдет в качестве заполнения фона, а потом уже на этом фоне можно создать любой интересный дизайн. Следующая пластина под номером GR172. И тут вот мне прям уже захотелось немного поиграться. На пластине представлены очень интересные, красивые, изящные силуэты девушек. С короткими стрижками, с длинными волосами, в шляпах и без. В общем, пластина, на мой взгляд, очень интересная. Не знаю почему, но когда я первый раз увидела данную пластину на фото продавца, меня заинтересовал только один рисунок. Это вот как раз тот, который я отпечатываю на тип. Девушка с сигаретой мне показалась длинной, все остальное, ну вот как-то совсем не привлекло моего внимания. Тем не менее, пластина оказалась очень интересной. Силуэты изящные, и обыграть их можно по-разному. Можно, конечно, добавить и цветов, там еще что-нибудь, но даже сами по себе эти силуэты на однотонном покрытии, на мой взгляд, интересно выглядят. А вот следующую пластину GR273 я влюбилась с первого взгляда. Ну, наверное, вот эта вот кружевная девчачья тема, да, она всегда актуальна и довольно часто востребована. Когда я распаковала посылку, эту пластину я расчехлила в первую очередь. Ну, то есть сняла защитную синюю пленку и сразу начала щупать гравировку. Все дело в том, что еще по фото продавца было понятно, что на пластине мельчайшие, тончайшие элементы. И вот, собственно, как вы сами сейчас можете видеть, все эти мельчайшие, тончайшие элементы отлично отпечатываются. К тому же представленные кружева на данной пластине выглядят довольно нежно и воздушно. Ну что ж, следующая пластина под номером GR291. И тут у нас также виноградно-винная тема. Представленная на данной пластине тема, конечно, на любителя. Но, думаю, от бокала вина на ноготках мало кто откажется. И эта пластина, и пластина под номером GR101 прекрасно сочетаются, и композиции на этих двух пластинах, на мой взгляд, могут отлично друг друга дополнить. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR291, ну и кое-какие я там немножко раскрасила. На пластине GR311, скажем так, ботаническая тема. Тут довольно интересные деревянные текстуры, а также представлена пластинчатая структура листьев. На данной пластине также довольно много мелких тонких элементов, тем не менее они прекрасно отпечатываются. Также на пластине представлены несколько небольших листочков, которыми можно дополнить, скажем так, дизайн. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR311.
По-моему, надписи на ногтях всегда привлекают внимание, так как всем обязательно хочется прочитать, что же там написано. Так вот, на пластине JR314 как раз-таки и представлены надписи. На моем канале уже как-то был видеообзор, где были представлены много пластин с различными надписями. Если вам интересны такие пластины, загляните, посмотрите это видео. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Ну а моя коллекция пополнилась такими надписями. «Баба-бомба. Рыба твоей мечты. Ешь, люби, потом помолимся. Существует два способа командовать женщинами, но никто их не знает. Маленькое женское счастье стоит огромных мужских усилий. Я в семье как переводчик, понимаю и детский лепет, и пьяный бред». Ну и давайте уже рассмотрим следующую пластину JR328. Тут флористика. На данной пластине представлены цветочки как мелкие, так и крупные. Интересно смотрятся эти композиции именно в реверсивном стемпинге, ну вот лично на мой вкус. Также представленные цветочки смотрятся довольно интересно, если уже отпечатанный стемпинг сверху раскрасить витражными лаками или гель-лаками, ну либо какой-то акварелью. Если честно, подобных пластин у меня немало. Тем не менее, вот почему-то всегда мне пластины с цветочками хочется раскрасить. Вот я села, как говорится, и заморочилась. Цветочки это, конечно, всегда мило и хорошо, а вот на следующей пластине целый серпентарий. Змеиный яд и яйца мы, конечно же, с этой пластины не получим, но вот шкурку змеиную отпечатать можно. Ну и, конечно же, с данной пластиной можно отпечатать чешуйчатых пресмыкающихся, причем на пластине они представлены в большинстве случаев ядовитые. Причем вот эти самые пресмыкающиеся на пластине, они довольно правильного размера, я имею в виду размера для ноготков. На одном ноготке может вполне себе уютно разместиться одна такая вот змеюка. И вот я даже сама не знаю почему, но вот из всех представленных пластин мне почему-то захотелось заморочиться вот с цветочками и вот именно со змеями. С цветочками-то понятно, я их хоть как-то люблю, там в горшках особенно, а вот змей-то я вообще никак не люблю, хотя сама в принципе змея по гороскопу. Тем не менее, вот видите, сидела и раскрашивала. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!